Сегодня вас вводим по Петроградской стороне. Очень красивые здесь дома, хорошие квартиры. Раньше он назывался Обжорный рынок, затем переименовался в Сытный. Ну как? Ваша рецензия? Честно, до слез. Настолько понравилось. Мы сегодня утро начали с салона красоты, с фирменного салона на Васильевском острове Эстель. Приехали навести красоту. Здравствуйте. У меня второй коллега, это молодой человек. Вот такой салон. Я немножко покажу. Посоветовали здесь маску мне выбрать. Хорошую, уходовую. А как ваш адрес полный? Большой проспект Васильевского острова, 35. Угу. Так что приходите, кто живет в Петербурге или гости города. Повернись. Спасибо. Мы приехали к Сенюшке Петербургской. Заходим на Смоленское православное кладбище и зайдем в храм Смоленской иконы Божией Матери, который Ксения Петербургская помогала строить. Вот видите, тут похоронена няня Пушкина. По красивой аллейке идем к часовне Ксении Петербургской. Кланяться ее мощам. Старинное петербургское кладбище. Приехали мы с доченькой на Петроградскую сторону. Погуляем здесь. Сейчас в планах зайти на Ситный рынок, самый старый рынок Санкт-Петербурга. Посмотрим, что почем в Санкт-Петербурге. Красивый очень район, самый мой любимый, Петроградка. В этом районе жила знаменитая балерина Матильда Кшесинская, фаворитка последнего нашего государя Николая II. Разные домики есть, очень элитные, есть попроще. Вон, видите, какой старинный дом, но Жилой. просит реставрации. Да, прям просит, умоляет. Отреставрируйте меня, пожалуйста. А мы идем, ищем, где позавтракать. Какая красота. Посмотрите, боярышник на Большой Пушкарской. Ой, какие ягоды. Вот так выглядит кафе. Выглядит. Добрый день. Угомонились мы с поиском кафе. Присели в Грузинское. Вот хочу вам показать, что почем. Я не буду сильно озвучивать все. Кому интересно, остановите видео, посмотрите. Что мы выберем себе на завтрак, вам покажем. Что мы заказали? Я заказала себе салат с хрустящими баклажанами. Маша заказала верхний салат. На горячее я заказала котлеты. Я давно котлеты не ела. Маша заказала шкемерули с цыпленком. Маша заказала себе баклажаны с сыром, помидорами, а я заказала вот такие баклажанчики у меня хрустящие. Это у нас что? Пахлавани. Пахлавани мы уже по куску съели. Слоеное тесто с луком порей и с сыром. Да. Вкусная тоже штучка. Да. Наша горячая. Это, Маша, произнеси правильно. Шкмирули. Шкмирули. В сливочном соусе курица. Какая-то тут у нее Лепешечка. не лепешечка. У меня мои котлетки, которые почему-то так захотела котлеты. Не знаю. Выглядит красиво. Выглядит красиво, да. Но я уже, если честно, даже и сыта. После сытного обеда по закону Архимеда мы решили погулять. Идем на Сытный рынок, в сторону Сытного рынка. После сытного обеда решили на рынок. Да, решили на рынок, но я говорю, уже даже если там осетр будут предлагать на пробу, он уже не пойдет. Объелись. Вот мы подошли к Обжорке. Раньше он назывался Обжорный рынок, затем переименовался в Сытный. Старое здание – это первый, самый старый рынок Санкт-Петербурга. Через 2 года после основания Санкт-Петербурга возник этот рынок. Самый старый рынок Петербурга. Извините, а грибы в какую цену у вас? Лисички 1000. Лисички 1000 килограмм, да? Да. А это грузди? Это черные грузди по 1000 рублей. Ну, так же, как в Москве.
Виноград 350, 500. Арбузы 60 рублей килограмм. Посмотрю тыквы, поскольку здесь. Тыквы, лесной орех 100 рублей, Крым. А вот эта тыква в какую цену? 100 рублей. 100 рублей. Ага. Масло подсолнечное 200 рублей, это не рафинированное. Халва подсолнечная 400 рублей килограмм. Дикий мед. Ага. 750, да, вот эта баночка? Сметана 1000 рублей. Сыр. А яички в какую? 200. 200, десяток, да? Домашние, да? Утреннее молоко 150. Домашние кролики, домашние цыплята. Курдючная баранина в какую? Разная, от 600 до 2000. От 600 до 2000, а кролик? 950 А за кролик? за килограмм. За килограмм? А цыплята домашние в какую? 600 За килограмм. за килограмм. Домашняя свинина. И свинина в какую цену? Сейчас от 600 до 800. Ага, свинина от 600 до 800 рублей. Так, давай колбаску еще снимем какую-нибудь. Вот мясо на студень, на суп. Мне вот такие кусочки нравятся. С косточкой на суп. Но тут никого нет, чтобы спросить. Намного дороже. Намного. Перец маринованный 100 грамм 60 рублей. Помидоры 30. А черемша в какую цену? 100 грамм 60 рублей. Тоже 60. Такая вкусная, вы можете пробовать. Спасибо большое. А капуста в какую цену у вас? 250 килограмм. Угу. Ну, вот капуста красивая какая. Это как завод называется? Ломоносов. 850 рублей килограмм, да? Это свинина? Угу. А сырокопченая 1300 килограмм. Извините, пожалуйста, а говядина в какую цену? Вас какая интересует подорожание? А вот с косточкой? Вот, Есть это. вот 500 рублей. Есть Вот это 800, Да. ребра 500. это 500, грудиночка, ребрышко очень хорошая. Пожалуйста. В общем, примерно цены представляете. Но может быть, что это рынок еще, как у нас вот на площади Ильича, какой Рогожский. Там тоже очень дорогой Рогожский рынок, а Преображенский он намного дешевле. И поэтому не факт, что здесь на всех рынках такие цены. Просто мы зашли именно посмотреть сытный рынок. Первый рынок Санкт-Петербурга. А вот, пожалуйста, продают капуста 50 рублей за килограмм с машины. И здесь я посмотрела, в основном местные торгуют. Местные продавцы. 90%, да? Мы сегодня вас водим по Петроградской стороне, идем по Кронверкскому бульвару в сторону Александровского сада. Просто гуляем. Не хочется нам в музей ни в какие. Решили просто сегодня посвятить время такой неспешной, уютной прогулки по красивым местечкам Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость виднеется. Но мы туда не пойдем уже, мы там были несколько раз. И, если честно, не хочется дорогу переходить. Что-то мы от музеев подустали немножко. Пойдем, лучше мы еще прогуляемся с вами. Очень красивые здесь дома, хорошие квартиры на Кронверкском проспекте. Красивый какой домик. Хорошо отреставрирован, видите, в глубине немножко. И окна выходят на Александровский парк. Небо над Питером какое. С той стороны солнце, с другой Да. Смотрите, какой дом красивый. Большой дом достаточно. Смотрите, какой. Балконы какие красивые. Парадная. Много зелени здесь, всяких парков, скверов, бульваров на Петроградке. Тоже очень интересная улочка с красивыми домами. Это Кронверкская улица. Вечер, и мы пришли на концерт фортепианной музыки в Николаевский дворец. Дворец труда. Да, сейчас это Дворец труда на площади Труда в Санкт-Петербурге. Мы в Николаевском дворце. Что возможно будет, я вам поснимаю, покажу.
Видите, какая лестница красивая, царская. Очень высокий купол храма. Церковь небольшая, но она домовая церковь считается. Тут вот какие, видите, коридоры красивые. Здесь, наверное, буфет будет, да? Смотрю, столы. Какие двери. Видите, колонны мраморные. Лепнина. О, смотри, какой паркет, дочь. Да, я уже показала. А что тут есть интересного? Что предлагают? Бутерброд, кефтет с рыбой, с колбасой, чай, десерты. Официанты в белых перчатках. Всем привет-привет. А это концертный зал. Большой достаточно зал. Тоже люстра какая красивая. Ну как? Ваша рецензия? Изумительный просто концерт, изумительное представление, изумительное исполнение Алексея Мельникова. У кого будет возможность посетить этот концерт, обязательно приходите. Это просто гениальный исполнитель, я считаю. Тем более исполнял Рахманинова, Шопена. Я немножко вставлю выпуски его исполнения. Я думаю, никого что не оставит. И у кого будет возможность сюда прийти, всех от души приглашаю, буквально честно.